До 2022 года половина угля, который мы использовали в ЕС, поступала из России. Теперь мы полностью отказались от этого. Что касается нефти, то мы сократили ее импорт из России с 26 до 3%. И, наконец, газ. В 2022 году 45% нашего газа поступало из России, а сегодня 13%. Он немножко ошибается. 13% это прогноз Европейского Союза на весь 2025 год. Ну, как там дальше будут развиваться события, мы не знаем, поэтому, я бы не торопился. А в прошлом году было 19%, это ладно. Кто еврокомиссар по энергетике? Он так видит. Нет, мы тут в студии, а человек целый еврокомиссар по энергетике. Поэтому ладно, не будем его поправлять. В конце концов, зачем? Он нас вряд ли услышит. Итак, мы зашли далеко. О, да, мне очень понравилась эта фраза. Это прекрасная фраза, которую, в принципе, можно было озаглавить. Мы зашли далеко. Дорожная карта. И следующая фраза тоже хорошо. Но недостаточно далеко. Да. Это два предложения, которые, в принципе, характеризуют политику Европейского Союза, по-моему, последние лет 5 как минимум. И навевает воспоминания о чудесной композиции группы «Ленинград» «Дорожка». Не надо. В прошлом году мы, казалось бы, Борис Леонидович сидит, человек интеллигентный. Песня-то хорошая. Как вспомнит что-нибудь. В прошлом году мы в ЕС заплатили России. Вот тут интересно, понимаете, подсчеты. Мы в ЕС. Мы в ЕС. Они, понимаете, галантерейщик и кардинал вместе заплатили России 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей. Неплохо. Продолжайте в том же духе. Это 1,8 миллиарда евро в месяц. Школьная программа, 2 класс. Это для еврокомиссара по энергетике, мне кажется, это уже победа. Извините, что иронизирую, но это нужно прекратить. Согласен, безобразие. Нужно в 2 раза больше. Минимум. По этой причине сегодня комиссия приняла дорожную карту, которая завершит начатое. Учитывая падение индекса промышленного производства, учитывая прогнозы Минэкономики Германии о снижении ВВП, пусть немножечко, на 0,2%, но знаете, это звучит угрожающе. Я бы на месте каждого правительства в Европейском Союзе немножко напрягся. В смысле завершить начатое? В каком? Что вы собираетесь с нами сделать? Но человек там поясняет, что это будет поэтапный, постепенный подход, который позволит свести к минимуму воздействия на пострадавшие государства, члены ЕС, но при этом действовать быстро и решительно. То есть медленно, но быстро и решительно. Постепенно, но быстро и решительно. Молодец, хорошо. Собственно говоря, о чем это он? Он о тех мерах, которые собирается предпринять Европейский Союз для отказа от российского газа, нефти и урана. Давайте на список соответствующий посмотрим, что же там за решительные, неторопливые действия собираются быстро, но медленно предпринять уважаемые господа из Евросоюза. Планируется, что вводятся новые правила прозрачности, мониторинга и отслеживания российского газа. То есть, если до 27 года или после 27 года вы попытаетесь купить российский газ, то до 27 года это будет можно, кроме исключенных случаев. Но мы за этим будем следить. И если в исключенном случае вы попытаетесь это сделать, нет, нельзя. После 27 года вообще нельзя, откуда бы этот газ ни шел, поясняют господа из Еврокомиссии. Национальные планы по постепенному отказу от российского газа, ядерного топлива и нефти должны быть готовы к концу 2025 года. То есть, собственно говоря, уже скоро. Запрещается импорт российского газа по новым контрактам и существующим спотовым контрактам, вступающим в силу с конца 2025 года. По поводу спотовых закупок там порядка 10 миллиардов кубов идет, может, чуть больше, но, в общем, это не определяющий объем. Запрещается оставшийся импорт российского газа по существующим долгосрочным контрактам с конца 2027 года. Ужесточается контроль за теневым флотом России. Теневой флот России – это вообще отдельная история. То есть, что мы здесь видим? Здесь мы видим список из неких пожеланий, которые пока не оформлены в нормативно-правовые акты, но подготовить их обещают уже в следующем месяце. То есть в июне нам опять будет о чем поговорить. И это очень хорошо. Прям большое спасибо. Мы прям от души обсудим, поругаем, пошутим, сделаем все, что... Похвалим обязательно. Человек, который, в принципе, смог разделить
годовой показатель на 12 и получить среднемесячный показатель. Не получилось. Так, спокойно. 1,8 умножить на 12, получается 21,6, а он говорил о 20. Мы сейчас... Нет, это был следующий момент, что у человека получилось неправильно, но он старался. А за старание, мне кажется, ему уже можно выдать, не знаю, конфетку, допустим. Печеньку, вот, тоже неплохо. Тем более, что есть одна дама в Америке проживает, она охотно печеньки раздает. Вот. Но она из другой страны, и мне кажется, она перестала... Ну, какие у нее печеньки? Но она прекратила свою кулинарную деятельность, мне кажется. У нее обрубили специально финансирование. для него? Так вот. Прежде чем мы перейдем к предметному обсуждению, я хотел бы обратить внимание вот на какую цитату все того же еврокомиссара по энергетике. Цитата более чем показательная. Вот отдельно ее зачитаю. «Россия представляет угрозу для всех нас». Это из речи еврокомиссара по энергетике, опубликованной на сайте Еврокомиссии по итогам публикации дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Поэтому мы должны действовать, и поэтому мы предпринимаем эти новые важные шаги против России. Важные действия для обеспечения нашей собственной независимости в знак солидарности с Украиной. Уже в конце этого года все страны-участницы представят конкретные планы по прекращению импорта российских энергоресурсов. Новые контракты на поставку газа и существующие контракты на спотовом рынке будут запрещены уже в этом году. Таким образом, будет прекращен импорт из России, составляющий треть от сегодняшнего объема. Ну, в смысле, что вот по их прогнозам 36,5 миллиардов кубов должны быть импортированы газа в 2025 году, треть от этого объема отсекается. К концу 2027 года мы полностью откажемся от российского газа. Что важно? Позиция Еврокомиссии. Россия представляет угрозу. Поэтому все действия, которые предпринимаются, они предпринимаются не исходя из каких-то экономических предпосылок, не исходя из какого-то представления о том, что выгодно, что невыгодно, что оптимально, что не оптимально. Они принимаются, исходя из того, что Россия – угроза. И в этом ключе воспринимаются любые наши инициативы в области энергетики, любые инициативы европейских компаний, европейских стран, которые продолжают покупать российский газ. Кстати, для понимания, это 10 из 27 стран Евросоюза. 10 из 27 стран Евросоюза продолжают покупать российский газ. И не хотят от этого отказываться. Но, сообщает еврокомиссар по энергетике, Россия – угроза для нас, поэтому, извините, подвиньтесь. В чем эта угроза заключается? О, там интересно. И мы. Нет, стоп, нет. Это если мы будем... Мы, все нормально. Вот он, вот его близкие, вот как там, я Шмель, или как там вот в этом был странном фильме. Коллеги по Еврокомиссии. Коллеги по Еврокомиссии. Вот для них представляют угрозу. Более того, там интересные вещи рассказывались о том, что Россия и парадокс, парадокс, отскочу в сторону, заключается в том, что Еврокомиссия, составляя дорожную карту, неожиданно забыла о том, что ее кризис в энергетике начался с февраля 2022 года. Если что, в публичных выступлениях, в опубликованных речах, в неких прокламациях иного характера члены Еврокомиссии постоянно подчеркивают, энергетический кризис начался с февраля 2022 года, точнее, с 24 февраля 2022 года, когда понятно, что произошло. А в нашей энергостратегии кризис вообще в 23-м начался? Нет, у нас он и в 22-м, и в 23-м. У нас он мерцающий был кризис. Это если кто думает, что мы не в курсе про что у нас в энергостратегии, мы в курсе и уже высказывались. Так вот, а тут дорожная карта. И там в вводной части почему-то февраля 22 года нет. Нет, там нету и более вменяемой попытки оценить, откуда взялся кризис, почему, к чему мы идем, точнее, к чему они идут.
почему, кризис оказался настолько болезненным. Нет, этого всего нет. Там простое объяснение, кто-то манипулировал ценами. Кстати, они даже не утверждают, что Россия. Просто, знаете, рядом стоит, вот Россия плохая и манипуляция ценами. Притом не то, что Россия именно манипулировала, но мы как бы прозрачно намекаем. А вот февраля 22 года нет. Притом там даже 21 год как-то появляется. Но все нормально. Нет, если кто-то думает, что там одумались, нет. Просто совсем уж вот эту завиральную штуку в стратегически важный документ запихивать было очень странно, тем более она вообще ни с чем не билась. Да и никогда. Да зато там рассказывается о том, что Россия всегда использовала газ как оружие. Она немотивированно прекращала поставки. Загибаем пальцы. Вы думаете, как? Когда она это делала? В 2006 году, в 2009 году, в 2014 году. Тут я, честно говоря, вообще не понял. Вот честно. Если про 6 и 9 год я еще могу объяснить, что они имели в виду у себя там вот внутри черепных коробок, то с 2014 годом, честно говоря, вот руками развести. И в 2022 году мы немотивированно сократили поставки, когда мощности для прокачки газа через Северный поток стали иссякать по мере отключения газоперекачивающих агрегатов, которые нельзя было в российских условиях починить. А если вы их в Канаду вывозите, чтобы там чинить, то обратно везти их нельзя. Ну и, собственно говоря, в том же 2022 году у нас Ямал-Европа наказал долго жить. Ямал-Европа, плюс ко всему... Мы немотивированно сократили прокачку, видимо, через территорию Украины после того, как Киев с мая 2022 года перестал принимать заявки на прокачку через газоизмерительную станцию Сохрановка. В общем, абсолютно немотивированно, никак не объяснимо. Про 2009 год я бы хотел отдельно сказать. Да, мы прекратили поставку газа в январе 2009 года. Мы, «Газпром» конкретно, прекратил. Почему? Потому что Украина стала из транзитных объемов отбирать газ. То есть она должна была... Какое слово ласковое отбирать? Воровать. Тырить. Тырить газ начали. И чтобы это безобразие прекратилось, просто прекратили поставки. Что характерно, покупатели газа после этой акции, безусловно, имевшие политические последствия в Европе, и все сказали, ага, видали, что Россия делает? Так вот, покупатели российского газа после этого почему-то не по судам пошли, чтобы наказать Россию и «Газпром» вот в частности. Нет, они сказали, ой, давайте быстрее строить «Северный поток». А еще давайте вместе расширять подземные хранилища газа на территории Европы. И мощность их 65 миллиардов кубов была расширена до более 110 миллиардов кубов. С финансовым участием «Газпрома», да. Это действительно оружие, потому что после этого в Европе стали больше работать. Это нельзя. Это нехорошо. Это отвратительно, я согласен. В общем, это потрясающе. То есть всегда использовали как оружие, поэтому в обход Украины начали после того, как использовали как оружие, строить газопровод. Чтобы, не дай бог, вот газ не шел там. Нет, давайте в обход. Причем мы готовы платить. Мы готовы заплатить за строительство трубы, за участие. Ребята, давайте просто вот вместе. Вот деньги, пожалуйста, строим. А потом вторую трубу еще давайте построим. Вот как бы так. Это для понимания адекватности самого документа и вот этих пожеланий. Но еще раз. Россия для кого-то нас, в кавычках, представляет угрозу. Вот стоит перед нами еврокомиссар по энергетике. Возможно, мы... которые он имеет в виду, это он и его вот эти вот шайка-лейка, к которой он имеет сомнительное счастье принадлежать. Возможно, так. Он же не объяснил, кто эти мы. От каких показателей давайте отталкиваться Евросоюз? Я только еще в скобочках замечу, что попытка отказаться от всех контрактов по поставкам газа, она будет нарушать интересы Венгрии, которая согласилась подписывать, единогласно голосовать за ввод санкций только в том случае, если будут сделаны исключения. Сейчас господин еврокомиссар эти исключения ликвидирует, потому что ему так хочется, у него угроза, у него там мурашки где-то по роже, по спине и так далее. Это, к слову, о том, достаточно ли господин еврокомиссар понимает, каким союзом он руководит. Нет, для кого-то, для них это угроза. Значит, какая разница, каким Евросоюзом, какие... То есть, когда мы говорим про, что Венгрия не в ногу идет, что Словакия не в ногу идет, это большая благодарность, особенно приезд Фица на... то есть, это очень красивый жест. Это, правда, очень красивый жест, учитывая, что это было непросто, и у человека была реальная возможность сказать,
ребят, ну не получилось. Ну вот я пытался, не получилось. И, конечно, авиамаршрут, по которому самолет Фица проследовал, это нечто. Через Баку с дозаправкой, вот это вот все. Ну, то есть к ним, вот к лидерам Словакии, к лидерам Венгрии претензий нет. Люди действительно молодцы, они шагают не в ногу, но это не первой величины, к сожалению, экономики Европейского Союза. И, к сожалению, опять же, они там немного решают. Другое дело, что они, может быть, не позволяют слишком быстро принимать какие-то решения, которые, ну, совсем уж и не в нашу пользу, и не в пользу той части Европейского Союза, которые не воспринимают Россию как угрозу, а которые воспринимают Россию как, ну, нормального партнера, ну, с которым вот какие-то сейчас сложности, поэтому мы немножко в стороне встали, и вот стоим, ждем, когда все разрешится, чтобы опять начать деньги зарабатывать вместе. Но это не значит, что вот лидеры европейских стран, которые приехали в Москву на праздник, занимают некую пророссийскую позицию. Фица занимает прословацкую, не приехавший Орбан занимает провенгерскую. Это какие-то странные люди, которые просто на калькуляторе считают, мне сотрудничество с Россией выгодно. Я хочу продолжать сотрудничество. Вот такой очень простой мотив. Не потому, что они поклялись там в верности или еще что-то. Им выгодно. Те действия, которые предлагает господин еврокомиссар, нет, невыгодно. Как они будут выходить из этого противоречия? Ну, мы сейчас тут пару слов на эту тему скажем. Пока, давайте, импорт из России в 2024 году по данным Еврокомиссии, то есть то, из чего они исходят, для понимания того, какие цифры они потом называют и почему именно такие вот цифры для них являются базовыми. Итак, импорт из России в 2024 году 52 миллиарда кубов газа, 32 из них это по трубам и 20 миллиардов кубов в виде СПГ. По имеющимся данным конкретно Евростата это неправильно, по имеющимся данным европейских аналитиков это заниженный показатель, но не принципиально. То есть есть данные о 54-55 миллиардов кубов, не принципиально, согласитесь, 52, окей, хотят так. 13 миллионов тонн нефти – это объем, который был закуплен 3 странами – Венгрией, Чехией, Словакией. Более 2800 тонн урана было, значит, импортировано. Что характерно, Россия никогда не экспортировала уран. Они там уточняют, что это либо в обогащенном виде, это так в тексте, либо в виде топлива. То есть они просто пересчитали на тонны урана, и у них вот получилось столько. Еврокомиссия, еще раз, это официальный документ, заходим на сайт, я понимаю, но заходим на сайт, видим, а еще там в этот же объем услуги по обогащению входят. Вот, так что все нормально, 2800 тонн урана куда-то мы отправили. Наверное, Казахстан столько отправляет, тут примерно вот что-то такое. Ну, не суть. У них там своя жизнь в Брюсселе, им там непросто. А вот теперь давайте про то, что 10 стран, итак, знаете, как во «Властелине колец», там 3 кольца эльфам, там сколько-то гномам и сколько-то людям. Итак, значит, мы тут в виде вот этих вот, кто кольца раздавал. Значит, 10 стран у нас покупают газ, мы об этом сказали, 3 страны покупают нефть, и 7 стран покупают обогащенный уран или урановые услуги из России. Принятые на данный момент меры позволили сократить объем импорта российского газа со 150 миллиардов кубов в 2021 году до 52 миллиардов кубических метров в 2024 году. При этом доля импорта российского газа снизилась с 45 до 19%. Вот было бы неплохо еврокомиссару почитать этот текст, который был опубликован у них. Но это ладно. В результате санкций был запрещен импорт российского угля. Да. Импорт нефти сократился с 27% в начале 2022 года до 3% сейчас. В ядерной энергетике государства-члены, которые до сих пор используют реакторы ВВР российского производства, интересно, хотя чешского еще были, да, ну хорошо, добились прогресса в замене российского ядерного топлива топливом других производителей, у которых, понятно, тьма тьмущая бегает и говорят, купи. Производители топлива для ВВР на этой планете всего 2, Росатом и Вестингаус. Но настолько уважают американскую компанию, что во множественном числе. Ну как, мы... Они, ну вот какие-то такие, вот некие производители. Ну, может, они там видели, что 3-4 человека в Вестингаузе, они стоят, как, не знаю, в начале Макбета такие эти же
ведьмы берут и в котле что-то такое варят. Такие, что это у вас? Это вот топливо. Правда? Правда. Для ВВР. Пару слов про газ. Так как мы сегодня еще, по-моему, ни одной схемы, ни одной картинки не показывали, давайте начнем показывать графики, картинки. Вот. И первый график, это, собственно говоря, из дорожной карты. Это данные за предыдущие годы, начиная с 2021 по поставкам российского газа. И, собственно говоря, прогноз на 2025 год. 36,5 миллиардов кубов. То есть, может быть, 40 миллиардов кубов, но, опять же, это не принципиальная разница. То есть, это не то, за что вот стоит покритиковать. Предлагаю покритиковать за другое. Что предлагает, собственно говоря, Еврокомиссия? Давайте вот, что предлагает Еврокомиссия? Ожидается, что к 2025 году, пусть повисит вот этот график, я сейчас поясню, к чему он, что к 2025 году мировые поставки СПГ будут расти, в то время как спрос на газ снизится, в смысле в Европейском Союзе. Ожидается, что при полной реализации программы энергетического перехода и плана действий по обеспечению доступной энергии ЕС к 30 году заменит до 100 миллиардов кубометров природного газа, что означает снижение спроса на 40-50 миллиардов кубометров к 2027 году. Тут есть еще одно замечание. Вот пауза. О чем говорят иностранцы? И что это за график? Это график потребления природного газа в Европейском Союзе до 2023 года. Ну, это график, который рисуется Евростатом. 2024 год – это примерно на уровне 2023 года, поэтому вообще не важно. 2023-2024 год в этом плане близнецы-братья. Я думаю, немножко заметно, что после периода довольно продолжительного роста, который прервался году в 2007-2008, Европейский Союз болтается на уровнях потребления ниже тех уровней, которые были достигнуты в конце нулевых годов. И вот если, я понимаю, тут на графике не очень видно, но уровень 2021 года – это уровень кризисного 2009 года. Они прям вот один в один идут. И вот это падение, которое наблюдается с 2021 года по 2024 включительно, ну, понятно, не на этом графике, но еще раз, 2023 год столько же, сколько в 2024. Прям, поэтому тут отдельно даже рисовать не надо было. Так вот это падение, оно не связано с ВИА, о которых там они говорят, что вот мы увеличили ВИА и поэтому газ заместили. Нет. Они по-испански говорят? Нет, немножко по-португальски. Это как по-испански, только больше «ш». Вот. Это немножко с другим связано. И в подтверждение своих слов я попрошу, знаете, вот с опережением поставить из 2.9 чудесный график. Мы, так сказать... Что это за график? Это не мы нарисовали. Это рисуют европейские аналитики, которые пользуются данными, собственно, и Евростата, и там НСОК, и еще ряда структур, которые предоставляют статистическую информацию. Это, уважаемые наши зрители, падение спроса на газ мы наблюдаем. И вот бордовые – это электроэнергетика. А вот все остальное, собственно говоря, как вот внизу подписано, это либо домохозяйство, либо оранжевенькая – это промышленность, либо это домохозяйство и промышленность вместе. Как вы видите, даже если мы уберем электроэнергетику, на которую какое-то влияние оказали вот эти вот возобновляемые источники энергии, почему-то, правда, они начали оказывать влияние сильно заранее, по идее, ну да ладно, не будем придираться, то как объяснить падение в промышленности? Как объяснить падение у домохозяйств? Как? Да никак. Дорого было, поэтому люди сокращали спрос. Только и всего. И хопа, у вас 80 миллиардов кубов спроса нету. А если по-другому посчитать, 85. Но опять же, не принципиально. А если с Великобритании, то 100 миллиардов кубов спроса нету. Куда делся? Вот сюда он делся. Дорого. Притом дорого не потому, что у вас кто-то манипулировал с ценами. Иначе удивительное дело. У вас манипулировали с ценами, и одновременно в Азиатско-Тихоокеанском регионе манипулировали с ценами, и в Соединенных Штатах манипулировали с ценами. То есть везде, где есть биржевое ценообразование, манипулировали с ценами. Кто этот манипулятор? Имя. Но даже Евросоюз почему-то не решается сказать, что это... Хотя могли бы, конечно.